Всем привет, мои хорошие подписчики моего канала Лорочка шьет. На сегодняшнем уроке я вам хочу показать, я обещала, что я буду собирать на верлаке, но я так подумала, пока брюки в разобранном состоянии, я вам хочу показать, как увеличить брюки в голенище, в объеме ноги. Если у вас по старым брючкам не нравится сильно туго, и вы там поправились, или вам хочется увеличить в объеме ноги, в обхвате ноги, то я вам советую, вот, допустим, то, что по старым брючкам, прошу прощения, вот, если, допустим, у вас очень-очень туго вот здесь, вот в этом районе, в этих брючках, вот, допустим, старых у вас там брючках, вот эти вот очень-очень вам хочется, или вы поправились, или они как бы уже состарились, и вам хочется расширить вот здесь вот, вот эту вот часть ноги. У вас очень плотно, допустим, там прямо трещит, или здесь распоролось, нужно добавить. Что я должна делать? Я вам расскажу такой секрет, который вы это сделаете, и вы будете очень довольны этим результатом. Что нужно сделать? Вот вы распарываете вот это вот шаговой, вот этот вот шов до этого уровня. Вот где-то 15, ну, можно даже 30 сантиметров, вот таком вот, на такое расстояние распороть здесь и ставить клинушек. То есть мы расширяем штанину в ширине. Допустим, вы там, не буду уже повторяться, поправились, или вам нужно это сделать, или вам просто нужно, или там протерлась, вам нужно эту часть поменять. Что мы делаем? Вот переднюю часть мы не трогаем. Если вы хотите одновременно это все исправить. Вот, допустим, вот в таком состоянии у нас штанина, да? Вот в таком состоянии. И что мы делаем? Вот на сантиметров 30, как я вам говорила, что мы можем сделать? Мы можем сделать, взять дополнительную ткань, и если у вас там брючки готовые, и вам нужно расшить, ну, оно не, вам некомфортно. Допустим, у вас там длина есть брюк, вы срезаете длину брюк, и у вас есть этот кусочек. Что мы делаем? Вот где долевая нить, вот у нас долевая нить, вот она, я намечаю, где долевая нить, на кусочке я даже намечу, где оно идет красным. Вот долевая нить, вот так вот я намечу, этот кусочек мне пока не нужен. Вот так вот, где долевая нить, и этой стороной, где долевая нить, мы будем притачивать к брючкам вот этот кусочек. Если, допустим, вам там нужно на сантиметров, ну, можно сказать, сантиметров 9 добавить, да? Если сантиметров 9 вам нужно добавить с каждой стороны, вот вы делаете такой вот косячок. Это я вам показываю на ткани, чтобы можно было видеть. Здесь долевая так же само. Сейчас я вам отрежу этот кусочек, чтобы вы видели, как можно. Вот, допустим,
сложили вы вдвое или сложили два кусочка вместе. И вот эта вот долевая нить, мы ее притачиваем к штанине, там, где шаговой шов. И вот этот вот кусочек, допустим, вам там не хватает или 5 сантиметров, или 10 сантиметров, чтобы вы хотите, чтобы оно на свободу. И этот кусочек мы вот так вот наискосок вот это вот подрезаем. Вы можете регулировать как вам угодно, но я вам рассказываю принцип пришивания клинушка для вашего увеличения в объеме ноги. Вот такой клинушек. И этот клинушек не косой, это получается по косой, потому что если вы сделаете здесь по прямой и положите вот здесь, то у вас не будет правильного. Это такое золотое правило. Если вот по косой, значит у вас брюки будут именно по косой ткани растягиваться, не будут там трещать. И вот так вот вы прикладываете, пришиваете вот эту вот часть, пока у меня эти брючки в таком раскрытом состоянии. Я вам сейчас покажу, как это нужно делать. Я накладываю друг на друга, чтобы здесь этот клинушек можно было, чтобы вы видели, как оно будет визуально. Потому что когда, даже если у вас брюки готовые, и вы не будете понимать, как это сделать. Вот, смотрите, вот такая вот мы вставляем, вот где у вас вы хотите в объеме здесь сделать в ноге шире, вы вот этот вот долевой, там где вы вырезаете, долевая вы соединяете со швом, а косая эта сторона, она должна быть именно по косой. Если вы будете при ходьбе, здесь будет растягиваться, при этом вас не будет трещать. А если вы пришьете именно вот эту вот долевую, самый такой секретик, когда вы будете расшивать, добавлять клин для расширения вашей штанины. Обязательно, допустим, у вас будет ткань такая не стречевая, даже и стречевая, и то она должна тянуться, должно быть свобода вот здесь вот. И вы расшиваете вот эту вот часть ноги клина, вот эту вот часть вы расшиваете. Вот, допустим, вы померили обхват ноги, и этот обхват, полуобхват вы наносите, и вот, допустим, если вам немножко меньше надо, значит, вы уменьшаете. И вы расшиваете эту обхват ноги. Если вам нужно немножко чуть-чуть ближе, потому что можете длину клина немножко увеличить, это ничего страшного, потому что между ногами оно там не видно, даже краят брюки, если, допустим, не хватает ширины, то всегда вставляют в этом шаговом шве, всегда вставляют этот клин для экономии и, как бы сказать, для практичности в носке обязательно, потому что этот клин у нас, он по косой, обязательно это все делается. Так что я вам, дорогие мои, рассказала этот маленький секрет, что вы можете любые брюки увеличить в объеме только по задней половинке.
только по задней половинке брюк. Обязательно вы можете это сделать. Или в джинсах, или в таких брюках. В общем, вы находите кусочек, если, допустим, там сильно длинные брюки, вы этот кусочек можете применить, расшить именно в обхвате ноги. Если у вас сильно там трещит, и вам нужно вот здесь вот в обхвате вот ноги, вам нужно это увеличить. Обязательно это пришиваете это к долевой, по долевой, а этот должен быть косой, вот такой вот, именно вот по косой оно должно, если даже и ткань не стречевая, она будет по косой, и в носке у вас будет, не будет тянуть при ходьбе, при движениях, при приседании и все остальное. У вас будет комфорт. Вот с такими маленькими секретами я хотела с вами поделиться, мои хорошие. Так что вы можете это применить, если даже у вас, допустим, там вы покроили и у вас вот здесь вот в обхвате оказалась маленькая, вы не расстраиваетесь, добавляете клин и увеличиваете в объеме ноги. Так что этот способ краят самые лучшие мастера, закройщики. Этот способ клин устанавливают для самых полных, потому что этот клин очень-очень дает в движении хороший результат. И в носке очень удобно. Так что вы можете, допустим, даже если у вас там образовалась дырочка, также поменять этот, заменить эту часть на клин, и у вас будут новые брючки. Так что, мои хорошие, я с вами поделилась. И мне очень хочется, чтобы вы эти знания многолетними моими годами, которые накоплены, воспользовались и применили правильно для того, чтобы у вас был комфорт в вашей одежде, и вы не выбрасывали свои брючки, вы можете расшить для экономии семейного бюджета, или, допустим, вам нравятся очень эти брючки, а там что-то случилось, или или протерлась, или вам просто стали они очень узкие в объеме ноги, вы можете это исправить. Свои самые любимые брючки, которые не хочется их выбрасывать, они вам очень нравятся, вы их очень любите. И вот такой вот метод я вам показала, который вы можете применить, мои хорошие. Я очень много раз это делала, и я очень довольна этим методом. Так что это применяют самые лучшие закройщики, этот метод, и все пользуются этим методом. Оно незаметно, когда вы даже одеваете эту вещь, оно незаметно, оно там между ногами, и этот клин всегда самые лучшие мастера даже специально делают эти клины, чтобы было удобно при носке этих брюк. Было комфортно садиться, приседать и все остальное, мои хорошие. Я очень благодарна, что вы просмотрели этот мой урок.
так как я опять же поделилась сердечно, от чистого сердца своими знаниями, чтобы вы применили в своей, как бы, своей творческой работе и своим творческом понимании, то, что вы хотите там что-то поправить в своей одежде, привести ее в надлежащий вид, который вам хочется, свою любимую вещь, мои хорошие. Так что я этим методом пользуюсь всегда, и пользуются все самые лучшие мастера, закройщики, мои хорошие. Это индивидуальный подход, это индивидуальный пошив. Массово тоже оно применяется, но так как мы все это делаем индивидуально, это такой подход очень такой щепетильный, мои хорошие. Это такое вот золотое знание, которое вам пригодится, мои хорошие. Просматривайте мои уроки на предыдущих моих уроках. Подписывайтесь, вы будете видеть мои предыдущие и следующие мои уроки. Так что вам будут эти методы очень полезные, мои хорошие, очень полезные. Вы сможете свои самые-самые любимые брючки восстановить, обновить или мужу, или ребенку. В общем, есть разные ситуации, и этот метод вы можете применить, мои хорошие. И также, так как я обещала на следующем уроке, я уже буду собирать брючки. Я очень захотела вам показать этот метод, так как еще пока не собраны были брючки, и мне захотелось, я вспомнила, что можно вам показать этот метод для увеличения объема ноги, мои хорошие. Вы попробуйте, и вам это понравится, и вы будете выйдете с того положения, допустим, вам там не хочется покупать новые брюки, а вдруг вы поправились, и вам хочется это все сделать самим. Так что вы сможете это все сделать, мои хорошие, по этому методу, который я вам показала, мои хорошие. Я очень-очень вам благодарна за мои уроки, которые вы смотрите. Очень прошу прощения за что-то я заволновалась. И мне очень хочется, чтобы вы применяли мои методы и пробовали. Я вас уверяю, что это важные такие нюансы, которые можно применять, мои хорошие. Желаю вам всего самого наилучшего, солнышка в душе, доброты. И не только чтобы я посылала безусловную любовь, и вы также посылаете всем безусловную любовь. Наша Вселенная будет сильнее. Все, мои хорошие, посылаю вам безусловную любовь, бесконечные благодарности всем вам и Вселенной, мои хорошие. Я очень довольна, что вы со мной и просматриваете мой канал Лорочка шьет, и подписываетесь.
И я надеюсь, что мои все эти советы вы применяете легко и быстро. Все, мои хорошие, желаю вам добра, 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 добра. И всего самого наилучшего, что вы себе желаете, мои хорошие. Всем пока-пока и солнечного настроения, мои хорошие. И мира на земле. Всем пока-пока, мои хорошие.